Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня 23 апреля 2025 год. Четвертый год войны пошел с путинским рейхом. Да, потери путинцев только растут, надежду путинцев совершенно никаких. Итак, сегодня был нашими замечательный удар совершен по Елабуге. Туда прилетело, скажем так, 5 дронов, которые успели отбомбиться. А потом еще и спикетировать. Спикетировать на эти объекты. Напомню, что Елабуга — это тот самый завод, где производят шахеды. Производили уже, наверное. Вот. И он много принес, скажем так, беды и горя в Украину, потому что убил очень много гражданских людей в Украине, эти шахеды, этот завод. Вот. Ну и вот ему прилетела ответочка. Я целый ролик по этому записал. Вот. Также сегодня у нас появилась информация о уничтожении С-400, но об этом будет еще отдельная тема. Итак, потери путинцев. Смотрите, они опять вернулись к предыдущим показателям. Там был один день на время, так сказать, перемирия вот этого дохлого, который объявлял Путин. Поменьше было у них потерь. А так сегодня опять они поперли вперед, опять им насовали по самое некуда, опять чмобики уконтрапупились. 1210 уконтрапупленных этих федерастов путинских при общем количестве 944 270 штук. Уверенной дорогой идут к миллиону. Да? 8 танков за прошедшие сутки, всего 10 691 и 22 307 бронемашин при 11 вчера. Ну, тут среднеарифметические, скажем так, потери. Нагружают им по полной программе. Рашисты не жалеют ни техники, ни людей. Ну, пытаются что-то захватить под конец. Не знаю, конец ли войны, не конец ли, будет ли перемирие, не будет. Сейчас ничего этого сказать невозможно. Но Путин, знаете, гонит своих этих вот самоубийц вперед, как в последний раз. Ну, ей-богу. Да, 85 артиллерийских систем — это пушки, это минометы. За сутки это много. Это 85, это очень много. Всего 26 774. Также одна единица РСЗО пока не установленного качества. Всего 1368. И, по всей видимости, имеется в виду контрапупленные С-400 под вот этим средством ПВО, одним, которое убито за сегодняшний день. Ну, на секундочку, С-400 стоит 1 миллиард 200 миллионов долларов. Разбит был в Курской Народной Республике дронами. Несколько попаданий дронами копеечными. И этой штуки не существует. У Путина, конечно, горе. Но хотя я вам честно скажу, при том, что они позиционируют этот С-400 как универсальное средство от всего. Ну, во-первых, он не в состоянии сбить дроны, которые летели по нему самому со скоростью 140-150 км в час. То есть вообще, можно сказать, стояли на месте. Вот, во-вторых, он мажет постоянно. Вот как сегодня, например, в Елабуге Панцирь С-1. Тоже стрелял по нашему дрону, который там еле летел. Ну, дрон, с какой скоростью он летит? Вот. Не попал. Да, всего 1141 средство ПВО. Дальше скажите мне, по беспилотникам как раз. Да, они по нам много послали. 138 наши насбивали, всего 33 526. Ну, все как всегда. И автотехника. А тут разгуляться, что называется. 163 штуки за сутки. Всего 45 621. Ну, они ходят на них в атаку, ребята. Рашисты не нашли ничего лучшего, как контрапупить свою пехоту. Не только в БТРах и БМП, ну, это понятно. Вот, но и на всяких небронированных средствах. То есть БТР и БМП им немножко еще жалко. А вот чмобиков вообще, судя по всему, не жалко. Эти грузовики тоже не жалко. Они их расходный материал, бутиль сырье. Да, и одна единица спецтехники неуказанного образца всего 3860. Да, то есть мы видим, что Путин пытается каким-то образом при помощи превосходства в количестве лишнего состава продавить нашу оборону, захватить где-то полпосадки, где-то там крыницу, где-то какой-то туалет от системы открытого падения, чи свободного падения. Но, скажем так, все их мечты вот как раз в этот туалет и опускаются.